Друзья, добрый день! Сегодня нахожусь на аукционе Лотто и встретил очень интересный автомобиль. Про него, наверное, уже многие слышали. Это обновленный Hyundai Santa Fe 2021 года. Но больше хочется сказать то, что он новый, потому что от старого Santa Fe у него, наверное, только остались агрегаты, потому что здесь все абсолютно новое. Так, давайте сейчас я вам немножко про него расскажу. Итак, начиная традиционно спереди автомобиля, сразу бросается в глаза серый пластик, которым оформлен весь перед автомобиля. Да, но он по качеству не очень хорош, скажем так, потому что это все крашено, это все напыление, и при 100 тысяч, наверное, километров и чуть больше, наверное, он уже сильно потрепается, и он будет весь в царапинах, в различных сколах, и их будет видно, потому что это не цельный пластик, то есть не цельного цвета, а под низом, естественно, у него черный цвет будет сильно выделяться. Дальше. Головная оптика у нас ехала вниз. Такие фары. Это как у джипов, наверное. Они так начали делать. Впервые я увидел, точнее, такое у джипа. Но сейчас мы это видим на Santa Fe. Проекционная головная оптика, диодная ДХО. Ну, в принципе, знаете, смотрится очень даже шикарно. Ну и по бамперу мы видим парктроники и камеру, интегрированную под самим значком. В целом очень даже неплохо, наверное. Ну пока непонятно, не пойму, нравится мне он или нет, но однозначно смотрится необычно. Так, в профиль автомобиль стал немного длиннее, точно не помню насколько, но это сразу видно. Также по пластиковым вставкам мы видим по низу дверей проходит точно такой же пластик, что спереди. И обилие хрома также на оконных рамах. Ну и, естественно, соответственно, на дверных ручках имеются вставки. 20-е диски у нас оригинальные. Ну, кстати, очень даже неплохо смотрится, да? Вот, ну и, в принципе, автомобиль хорошо выделится в потоке, его можно узнать, это однозначно. Так, здесь у нас еще огромная панорама на крыше. Итак, зад автомобиля смотрится тоже очень хорошо. Мы видим также, что изменились и фонари задние. Их цветографика стала совсем другой и очень напоминает на что-то тоже немецкое, наверное, на Audi что-то такое похоже. Корейское безумие в виде хромированного и металлического стайлинга продолжается на заднем бампере. Смотрите, обилие этого хрома. Какая огромная вставка. Ну еще смотрите, вот эта вот штука, она уже более надежнее. Она такая из шершавого пластика такого сделана. Но то, что это уже смотрится более надежнее, как бы место, скажем так, притертости, это самое первое. Если куда-то там упретесь, то это будет не так видно, как на хромированной вставке. Ну и, соответственно, выхлоп спрятан за бампер в лучших немецких традициях. Итак, начиная осмотр салона, точнее интерьера автомобиля, ты понимаешь, что это просто вау. Он выглядит просто очень круто. Все вот эти комбинации линий, они просто очень круто сочетаются с вот этим пластиком, с вставками под металл. И смотрится это очень бомбически. Я прям даже не знаю, с чем это сравнить. Итак, когда ты находишься на водительском сиденье и понимаешь, что это совсем другой Santa Fe и далеко не рестайл. Все абсолютно новое. Весь дизайн интерьера, вставки под металл.
кожезаменитель, который хорошо смотрится, как настоящая кожа. Все швы очень аккуратные. И про отделку элементов управления очень все красиво сделано. Приятные кнопки на ощупь, джойстик управления коробкой передач. Все очень красиво смотрится, дорого-богато. Также у нас приборная панель электронная 12 дюймов и монитор мультимедии на 10 дюймов. Ну и в плане рациональности использования свободного места, как бы, да, здесь оно очень сомнительное. USB разъем, имеется беспроводная зарядочка, 2 подстаканника, ну и все. Но это место для телефона. То есть вот так тут все выглядит, туда проваливается, и в принципе он каким-то образом вроде держится, и неплохо. Все, здесь у вас больше места нет. Так, еще смотря на все вот эти элементы управления, да, мы видим то, что здесь нету классической кочерги, они ее убрали, освободили место. Это молодцы, очень круто, но здесь есть одно место для хранения. И они его убрали куда? Па-бам! Вот сюда. Да, здесь места очень много, есть даже разъем на 12 вольт и на USB. Но об этом я узнал только когда отошел от автомобиля, где-то на шага 2, и тогда я увидел это место. Да, еще имея это место, каким образом можно его использовать полноценно. Допустим, если я еду за рулем, то мне подлазить сюда абсолютно неудобно. Это просто поставил, забыл до того, как приехал. Наверное, оно не оправдано. Это свободное место. Мое мнение таково. Ну и подходя немного к дизайну двери, как бы интересно все скомбинировано, но вот этот тут пластик, это просто аквапринт. Но дизайнеры все, что старались, сделали, разбилось об вот эту вот дешманскую пластиковую вставку. И то, что корейцы умеют делать, это электроника, цифровая электронная панель с анимированными переходами, очень круто смотрится в 4 режимах. Ну и дверная карта, мы видим надпись Krell, это качественная музыка в жирных комплектациях. Так, я переместился на задний ряд, давайте я вам немного покажу. Места здесь очень много, на 15 сантиметров увеличилось место для задних пассажиров, но это в счет того, что уменьшился, в багажнике стал на 15 сантиметров меньше, но при этом комфорт здесь совсем другой, и он реально ощутим. Так. Здесь подлокотник с 2 подстаканниками, кстати, очень удобно, не сильно высоко, не сильно низко. И кожа выполнена очень даже хорошо. Так, на центральной тоннели мы видим дефлекторы обдува, также в стиле хрома, выполнена окантовочка. Ниже разъемы на 12 вольт и разъем на 220. Ну и места различные хранения, также вставка пластиковая, дизайнерская. Музыка Krell, как говорил. Огромный багажник, очень вместительный, несмотря на то, что они урезали немного здесь места, но при этом здесь его все равно предостаточно. Также имеется 3-й ряд сидений, я не знаю зачем, но он очень маленький, я не знаю, там даже детей, наверное, жалко сажать туда. Так, здесь также мы видим акустику Krell, дефлекторы обдува, здесь они уже, регулятор здесь у нас имеется, отлично, удобно, и кнопки для складывания второго ряда. Это очень удобно. Также разъем на 12 вольт. Ну и различные места хранения в виде подстаканников. Багажник у нас с электроприводом. Так, минутку. Отлично. Все работает замечательно. Также, встретив новую Тонью Санта-Пе, увидел в таком виде еще есть то, что у меня перед немножко имеет другой вид за счет своей ромбовидной радиаторной решетки, облицовки радиатора, скажем так. Можно разглядеть поближе. По моему мнению, такой вариант более интересен, чем предыдущий. И не смог себе отказать немного поиграть с функциями помощников парковки. Это если вас зажали, вы можете через пульт выгнать автомобиль немного вперед, либо немного назад. Это все доступно через пульт автомобиля.
И довольно-таки все интересно смотрится, но не уверен, что им будут часто пользоваться. Но смотрится это, конечно, шикарно. Спасибо за просмотр. Пишите в комментариях, как вам автомобиль. Делитесь своим мнением. Это очень важно. Ну и ставьте лайки в поддержку канала. Всем спасибо, всем пока.